Сегодня я покажу, что я купила на Найлоне. На Найлон я ходила в пятницу, 15 мая. И вот они все мои покупки. Они у меня на тему керамика, стекло, камень. Ну, в общем, все для декора для кухни. Сначала я хочу показать вот эту вазочку, пиалочку маленькую для, как я себе думала, для украшений. Ну, поставить на прикроватную тумбочку. И кольца, и сережки на ночь туда скидывать, а то они у меня теряются часто. Я их под телевизор кладу. Ну, в общем, хотела такую себе иметь. И купила за 100 динар хрустальную. В общем, почитала, оказалось, что это больше подсвечник или для каких-то сыпучих там, фисташек на стол поставить или оливок. Но буду использовать для колец. По-моему, очень красивая, она целенькая и сверкающая. Я все из этого отмыла, отхлорировала. И вот решила вам показать. На тему подсвечников продолжение. Я купила такой маленький подсвечничек под тонкие свечи. И он меня привлек своим цветовым исполнением. У него такие красивые нежные цветочки нарисованные. И он такой керамический, маленький, может стоять в интерьере. В общем, немного занимать места. И он мне нужен там, я собираю одну подарочную коробочку. И вот он в такой цветовой гамме мне нужен. Очень понравился, я его приобрела. Затем увидела я вот эту прекрасную пивную кружку стеклянную. Привлек меня размер и интересный сюжет. С этой стороны идет семья, она под дождем, и тут ворон сидит. Затем, сейчас покажу, по центру идет надпись, и с другой стороны семья уже счастливая, по солнышку, и вместо ворона голубок. В общем, интересный дизайн. И я прочитала потом в интернете, что здесь написано: идем в поход по любой погоде, гуляем. В общем, всегда важно. В общем, я так поняла, что это какая-то сувенирная или подарочная кемпинга, что ли, кружка. Альпийская, видимо. В общем, стоила она всего 100 динар. Я ее купила. У Артема керамическая есть с оловянной крышкой, а у меня нету. Теперь у меня есть стеклянная такая интересная. Как вам моя покупочка? Еще я купила такое зеркальце. С этой стороны оно металлическое, но легкое. И зеркальце вставлено. Есть подвесик. Сзади оно кожаное. Можно повесить на стену, но я хочу бросить в сумку. Иногда нужно. Маленькие зеркальца продаются на блошиных рынках, но они, мне пока ни одно не понравилось. Когда начала сейчас снимать, вот здесь думала, что это скол. Нет, это не скол, это так обрезан камень. В общем, я купила 3 стопочки, подставочки. Это под яйца. Они сделаны из камня, то ли из мрамора, то ли из какого-то другого натурального камня. В общем, очень стильные вещички. Особенно если кто-то современно будет декорировать стол. Редко такое попадается. И я вот взяла 3 штучки по 100 динар тоже. Очень мне понравились. Дальше хочу показать такую кружечку. Их я купила 2. Они с китайскими мотивами. Очень классный размер. Я такие искала под кофе, под мою кофейную машину. Здесь надпись, по-моему, на арабском. В общем, странно. Но здесь написано China. В общем, хороший китайский фарфор, супер размер, интересный дизайн, красивый. Единственная проблема, что их всего лишь 2. Нам 2 тоже хорошо.
Блюдечек не было. Была пиалка одна, но я решила почему-то ее не брать. А когда решила их покупать, пиалка уже исчезла. Видимо, ее кто-то купил. Ну, надеюсь, вам виден узор. Очень красивый. Красивый декор этой кружки. Я уже пила кофе. Очень удобный размер. Дальше я купила два блюдечка. Они с таким интересным дизайном, декором. Это национальные шведские костюмы. И они такие разные и в то же время в единой стилистике. И тут штампик тоже говорит о том, что это шведские национальные костюмы. Они тут номерные. Это, скорее всего, номера дизайнов. Необычные для сервировки стола. В общем, у меня получились шведские блюдца и китайские кружки. Буду искать что-то к ним, чтобы походило. Тоже прикольно. Эти три блюдечки в бордовых тонах я купила чуть раньше, но, по-моему, я их не показывала и решила все-таки со своими столовыми вещами показать сейчас. Это такая конфетница или сухарница, или под фрукты. Очень красивая, с таким прорезным фарфором, с таким классным дизайном. Это роза милая. В общем, я ей уже пользуюсь вовсю, так что вот решила показать. И такие два блюдца я под тортики покупала на праздник. У нас не было куда положить. Обычные тарелки из Икеи не очень, они огромные какие-то. В общем, купила два блюдца с таким орнаментом в бордовых тонах, с золотистыми узорами. И здесь написано, что они произведены в Венгрии. Потом я начала читать, оказалось, что в Венгрии очень хорошие производства посуды. Очень ценятся. И, в общем, я довольна, что купила эти чудесные блюдца. Так, надеюсь, видно. Еще я купила чайную пару. Правда, она была одна. Но она там такая несчастная стояла. Это я уже купила у другого продавца. Стоил этот набор блюдца и чашка 250 динар. Я решила взять. Очень красиво. Можно подарить кому-то, можно попытаться собрать набор. Вряд ли, конечно, но очень красивый дизайн. Все яркое, красочная и очень интересная форма. Но потом я прочла, что это современное, но не важно. Красивые вещи, они могут быть и современными, и старинными. В общем, чайная пара. 250 динар. С этими 4 блюдцами вышла необычная интересная история. Я уже выходила с рынка, стоял парень, у него были предметы для машины, почему-то лежали эти 4 блюдца. Он мне говорит, купи у меня блюдца. Я спрашиваю, какая цена? Он говорит, 100 динар камада. То есть, типа, штука за 100 динар одна штука. В общем, я говорю, давай 50 динар. И он согласился. В общем, я купила эти 4 блюдца за 200 динар. Но они все разные. У них разный дизайн, разная форма. Единственное, что их объединяет, это похожесть. Синий, круглый и все. Сзади у них интересные штампики. Я потом почитала, когда купила, что это датская посуда. И у них тут такой интересный штампик с волнами, и номера стоят. В общем, в принципе, тут написано, что это Копенгаген, Денмарк, Дания. В общем, купила такие 4 блюдца. Решила, что блюдца в хозяйстве всегда пригодятся, поэтому приобрела. Как думаете, стоило, не стоило? Понравился дизайн, нет? Мне очень нравится. У них, конечно,
по-разному. Есть прям четкие рисунки, а есть размытые. Но мне кажется, это, наверное, после обжига, что ли. Так, ой, извиняюсь за громкие звуки. И чуть не забыла самое интересное мое приобретение. Это блюдечко с портретом королевы Елизаветы II. Ну, я увидела королеву, но блюдечко было не такое вычищенное, как сейчас. Это мы его уже отмыли. Мы подозревали, что это серебро, и это оказалось серебро, потому что когда мы его отмыли, здесь штампик стоит. Сзади на этом блюдце написано, что Гонконг, $2, 1975 год. Такой, видно, не видно, лев и надпись. В общем, я выбирала между этим блюдцем для колец и этим блюдцем для колец. Так, телефонный звонок немножко прервал. В общем, получилось, я купила за 100 динар серебряное блюдце. И я глянула на eBay, точно такое же блюдце продается там за 100 этих долларов. То есть я купила за 100 динар, а продают за 100 долларов. Ну, не знаю. Посмотрим. Может, буду пользоваться, может, выставлю на eBay. Посмотрим. Но это крутая вещь. Я считаю, что мой поход на найлон был очень удачным. Что думаете вы на этот счет? Пытаюсь снять видео и все время залипаю на улицу. Этот голубь тягает веточки для гнезда. Уже 3-й раз прилетает. В общем, вернемся к нашим покупкам с найлона. Сегодня расскажу, что мне удалось купить 15 мая. И почему-то этот весь поход у меня был... Вот, мне кажется, это опять он прилетел. У меня весь поход получился кухонная тема, декор. Вот веточки он собирает и гнездо где-то вьет.
Да, решила я снимать видео, а кто-то решил заняться ремонтом. У меня тут пионы надо убирать. Ну, такие красивые были. Жалко, смотрю этот цвет малиновый, наслаждаюсь.